Рыбалка с Юрием Петрашем. Когда-то очень давно в мой магазин пришел Вадим Пушкарев, мой старый приятель, и сказал, что в нашем городе пройдут первые соревнования. Я, естественно, пошел на эти первые соревнования, и так получилось, что их выиграл. Естественно, эта первая победа заставила меня пойти в рыболовный спорт, в котором я уже, наверное, более 10 лет. С тех пор прошло очень много времени, и сейчас выросло новое поколение. Вот один из представителей стоит рядом со мной. Это мой приятель Данил, который уже второй год занимается рыболовным спортом, имеет уже неплохие достижения, но все главные победы у него впереди. Сегодня я хотел бы предоставить ему слово, чтобы он рассказал, каким образом он тренируется, каким образом он ловит рыбу. Я думаю, это будет всем интересно. Давайте передадим ему слово. Рыбалкой я занимаюсь давно, лет так с 5, наверное. Ну, это как у всех была сначала поплавочная удочка, там карасик, плотвичка, все дела. А потом как-то папа меня все-таки подсадил на спиннинг, и вот уже года так 4 я его не выпускаю из рук, и забыл про поплавок и все остальные виды ловли. Теперь уже даже это просто рыбалка переросла в спорт. Я уже выступаю в рейтинговых соревнованиях, во всех фестивалях. Иногда выигрываю, но чаще пока нет. Сегодня это как будет а-ля тренировка по щуке. Мы на закрытом водоеме, в принципе, в черте города. Ловим на 6 грамм, ну то есть а-ля лайт, с дальней дистанции щуку. Начали мы с активной приманки, это твистер. Ну а дальше будем смотреть. Как по мне, щука это особенная рыба, потому как если по окуню мы делаем короткие подбросы, и он реагирует на это, то щуке нужно как можно длиннее делать плавную проводку, чтобы приманка опускалась как можно дольше времени. И поэтому во время проводки я подрываю от дна и довожу ее до самого верха, чтобы приманка, получается, подорвалась и шла еще, и потом только падала. Спиннинговая рыбалка – это поисковая рыбалка, поэтому долго задерживаться на одной точке нельзя. Мы идем дальше. Блин, щука. Вот была первая поклевочка, но, если честно, она похожа больше на поклевочку окуня, потому как какие-то такие рывки были. Произошла она совсем недалеко от берега, перед мысиком таким из песка. Ну, сейчас кинем туда еще раз. Щука такая рыба, которая может стоять как на любом водоеме, как на самом выбросе, куда вы бросаете, так и под самым камышом. Поэтому, как по мне, на новом месте, особенно если вы его не знаете, нужно делать, так сказать, веерный заброс. То есть ты кидаешь под одну стенку камыша и пошел так вот по одному забросу. Ну, то есть где-то на веер я использую где-то около забросов 6. Это, 8 максимум. И то есть обязательно под одну стенку камыша с одной стороны и под другую стенку камыша с другой стороны. Ну и, понятно, весь сектор, который находится перед вами. Поставил я лобстера 3,5.
И буквально на третьей проводке мощнейшая подача и правишь шнура. Ну, это рыбалка, это щучка, это нормально. Грузики я использую 6-граммовые. Как по мне, это оптимальный вес для этого водоема, так как тут встречаются и как большие глубины, так и небольшие меляки, но все же 6 грамм тут будет, как по мне, оптимально. Клюнула совсем недалеко от берега, край прибрежной травы, на такую классическую приманку классик. Брахвостик в таком интересном цвете. Пришли на новое место, проверил его приманкой лобстер, поклевок не последовало. Потом решил поставить приманку покрупнее, ей оказался классик 3 дюйма. И на первой же проводке под самым берегом клюнула эта замечательная щучка. Приманка, на которой отозвалась рыба, найдена, с нее и продолжим. Вот и моя первая рыба, не щука, ну тоже прикольная. Рыбалка с Юрием Петрашем. Этот водоем я обнаружил совершенно случайно. Как-то утром субботы решил просто поискать по карте водоемы. И просто, по сути, пальцем тыкнул на этот. Меня родители привезли сюда, я пришел, там начал, как обычно, там с ближней дистанции, с дальней дистанции. Вообще думал, что буду ловить изначально окуня. Но так получилось, что на третьей проводке у меня клюнула щука, притом щука за 2 килограмма. И как бы я немного удивился, как бы для черты города. Очень как бы неплохой трофей. Но я думал, что это везение, что щуки тут не так уж и много. И пошел дальше. В итоге я пытался ловить окуней, но клевали щуки. Первый раз я поймал, наверное, даже больше 10 щук. Около 15, наверное.
И как бы я думаю, почему нет? Сюда как бы не так уж и далеко добираться. Я после университета могу там на часик-другой приехать сюда, отвести душу, скажем так, половить щучек. Очень доступно, очень удобно. И как тренировочный водоем для меня перед соревнованиями. Еще плюс этого водоема в том, что здесь нередко случаются поимки именно трофейной рыбы. То есть это вот первая была щучка 2,5 килограмма, ну около того. И вторая щука была 3600, притом тоже на супер легкую снасть. Как бы она просто доставила нереальное впечатление. Я с ней возился, наверное, минут 15 и все-таки ее достал. Зачастую у меня бывает так, что универ заканчивается там в час, в 12 часов дня. Иногда бывают вообще выходные. И я как бы прибегаю домой, быстренько что-нибудь там закидываю в себя, покушал, и быстро тубус уже, рюкзак, который уже приготовлен с вечера, скидаю и поехал на маршрутках. Тут как бы не так уж и много ехать, по-моему, 2 или 3 пересадки нужно сделать. Ну, для рыбака это ничто. Клюет, но что-то пока мимо. Подходя на новое место, стоит сделать хотя бы пару забросов на коротке. Есть. Сошла. Вот что и требовалось доказать. Закинул на коротке, и под самым-самым берегом схватила приличная щучка, которая, к сожалению, сошла с нашего офсетника. Сработал опять же классик. После поклевки щуки есть вероятность, что ее возможно будет доловить на воблер. Ну, сейчас проверим. Для ловли щуки, на мое мнение, должно быть как минимум 3 типа приманки. Это силикон, воблера и блесны. Но я считаю, что более эффективным и более быстрым для поиска щуки является силикон. Воблеры и колебалки, они тоже хороши, но в определенных условиях. А вот силиконом можно провести в любой местности и поймать самую активную щуку как можно быстрее. Свеча была, да? Она на свечу вышла. Я стоял, просто что-то говорил,
И меня просто в пининг в другую сторону отвело. Плохо подсек, может? Бывает и такое. Вот, если мы не можем рыбу поднять спиннингом, то лучше выволакивать вот таким вот способом, то есть слегка отходя назад. Фу! Ой, наконец-то доставили до берега щучку. В общем, поменял я не знаю сколько уже приманок и типов, и на неотгруженную пытались словить, и на все. Но вернулись к первоначальному, только поставили уже не офсетник, а двойник. И начали вести почти равномеркой, и вот очередная щучка клюнула. Так, отпускаем поскорее нашу красотку. Красота. Перепробовав очень много типов приманок и размеров и цветов, я вернулся к той приманке, на которую была поймана сегодняшняя первая щучка. Но как только ее поставил, получил еще пару поклевок, сходов из-за того, что приманка была на офсетнике. И щука просто не засекалась. И я решил, что лучше я уж буду немного собирать траву, но все-таки поймаю щуку. И поставил двойник и начал вести. То есть я по-другому. Я забрасываю и, не опуская на дно, начинаю вести равномерку. То есть я первый раз забрасываю, считаю, сколько секунд падает приманка. И потом вот где-то на счете, там, если 8 секунд падает, то на 7-м счете я останавливаю и начинаю вести. Вот, мы забрасываем. Закрываем дужку, выматываем слабину, поднимаем и считаем. 1, 2, 3, 4. Вот, на 4-й счет у нас приманка упала на дно. В следующий раз мы просто берем. Опять же бросаем туда же. Выматываем слабину и считаем. 1, 2, 3. И начинаем проводку. Мы ведем равномеркой. Таким образом мы не цепляем траву, а приманка идет как раз на дно. И это очень привлекает щуку. И в итоге мы ее ловим. А, нет, это окунь, просто хороший. Вот, наконец-то клюнул. А, щука. На лярвочку. На паузе, на дне. Вот так бывает. Пытался поймать окуня, а в итоге на паузе, на длинной паузе, на лярву клюнула щучка.
сейчас мы вернулись на утренние места. Как ни странно, уже час дня, а щука только активизировалась. И если с утра фаворитом был классик в фиолетовом цвете, то сейчас им стал твистер в морковном. И в подтверждение этому было подряд поймано несколько щук. Подошла к концу сегодняшняя наша рыбалка. В заключении хотелось бы процитировать одного из участников Кубка Фанатик 2017. Приятно радует то, что молодежь, вот я просто наблюдал, молодежь рядом стоит, молодежь ловит, показывает класс. И это красиво. В принципе, за молодежь радостно. Подрастающее поколение показывает класс. Если вам понравилась данная рыбалка, ставьте лайк, делайте перепосты и смотрите нас в следующее воскресенье. Рыбалка с Юрием Петрашем.